А вы знали, что можно зарабатывать с пассивного дохода? Сегодня я расскажу вам о доходе, который приносит вам деньги, не требуя активного участия. Мое видео откроет вам секрет, что ваше авто может быть источником пассивного дохода. А еще я расскажу в видео, как размещать электронные книги с вашими произведениями и получать прибыль от их продажи. Досмотрите это видео до конца, ведь в конце расскажу о том, как зарабатывать дома на бьюти-индустрии. Так что не пропустите, я уверен, что вы не пожалеете. Я начну с самого простого и очевидного вида пассивного заработка – владение недвижимостью. Это означает, что человек владеет каким-либо имуществом, например, квартирой, домом или земельным участком, и получает доход от его аренды. Такой доход может быть стабильным и постоянным, что делает владение помещением привлекательным для инвесторов. Однако для того, чтобы получать пассивный доход от этого, необходимо иметь определенные знания и навыки в области недвижимости, а также уметь правильно управлять своим имуществом. Вот несколько путей, которые вы можете использовать для генерации такого пассивного дохода. Первый из них является сдача недвижимости в аренду. Вы можете сдавать в аренду жилые объекты, такие как квартиры или дома. Регулярный поток арендных платежей может обеспечить стабильный пассивный доход. Также можно осуществлять сдачу жилья на краткосрочной основе. Есть специализированные сайты, которые позволяют владельцам сдавать ее на короткие сроки. Этот тип аренды может принести более высокий доход, особенно если ваша жилплощадь находится в популярном районе или туристическом месте. Вы можете инвестировать в объект недвижимости как актив, который растет со временем, и получать доход от арендных платежей. Вместо непосредственной покупки вы можете инвестировать в постройки через инвестиционные фонды, которые имеют портфель и распределяют доход среди акционеров. Отличную прибыль приносит недвижимость под коммерческие цели. Деловые помещения, такие как торговые центры, офисные здания, салоны и прочее, могут обеспечить долгосрочный и стабильный доход. Владение таким активом может требовать больше управленческой работы, но и может предложить более высокую доходность по сравнению с жилыми зданиями. Следующий вид пассивного заработка будет связан с криптовалютой. Инвестирование в криптовалюты означает покупку цифровых активов с целью получения прибыли от их роста в стоимости. Криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и лайткоин, работают на основе технологии, которая обеспечивает их децентрализацию и безопасность. Есть несколько способов инвестирования в криптовалюты. Во-первых, вы можете купить и держать криптовалюту в надежде, что ее стоимость увеличится со временем. Этот подход называется hold. Переводится он как «сохранять и не продавать» и предлагает долгосрочное инвестирование. Во-вторых, вы можете торговать криптовалютой на бирже. Это предполагает покупку и продажу активов в короткие сроки, пытаясь получить прибыль от изменения цены. Еще один способ инвестирования в цифровые финансы – стать участником ICO или IEO. Это время, когда компании продают новые цифровые монеты для финансирования своих проектов. Однако это рискованный способ инвестирования, так как не все ICO и IEO проекты стабильны и успешны. Инвестирование в криптовалюты представляет собой один из самых увлекательных и перспективных источников пассивного дохода. Здесь важно помнить о важности тщательного исследования и анализа рынка, чтобы принимать осознанные решения. Без сомнения, волатильность криптовалютных рынков может быть вызовом, но также и отличной возможностью для достижения высоких доходов. Будьте готовы к неожиданностям и к изменчивым трендам в этой сфере. Обучение и постоянное обновление знаний будут вашими надежными спутниками на этом пути, а усидчивость и терпение помогут вам преодолеть возможные трудности и достичь финансовой стабильности. Так что можете быть уверены, что инвестирование в криптовалюты откроет перед вами множество новых возможностей и перспектив. Следующий вид заработка в моем видео – краудлендинг. Это метод привлечения финансирования для проектов или стартапов путем привлечения большого количества людей, обычно через интернет.
Он основан на идее, что множество людей готовы вложить небольшие суммы денег в перспективные проекты, если они заинтересованы в их успехе. Таким образом, это позволяет предпринимателям получить необходимое финансирование без привлечения крупных инвесторов или банков. Основная идея заключается в том, что люди могут вкладывать деньги в проекты, которые им нравятся или которые они считают перспективными. Взамен они получают какую-то форму вознаграждения, например, долю в проекте, эксклюзивные бонусы или продукты. Таким образом, краудлендинг не только помогает предпринимателям получить необходимое финансирование, но и позволяет людям стать частью проекта и получить прибыль от его развития. Существует несколько видов краудлендинга, включая краудфандинг, краудинвестинг и краудсорсинг. Краудфандинг – это сбор средств на благотворительные или общественные цели. Краудинвестинг – инвестирование в коммерческие проекты, а краудсорсинг – привлечение людей для выполнения определенных задач или проектов. Такой вид финансирования стал популярным инструментом для проектов в различных областях, включая искусство, науку, технологии, бизнес и так далее. Он позволяет предпринимателям не только получить необходимое финансирование, но и привлечь внимание к своему проекту, получить обратную связь и поддержку от сообщества. Однако краудлендинг имеет и свои риски. Не все проекты могут быть успешными, и инвесторы могут потерять свои деньги. Поэтому важно тщательно изучать проекты перед инвестированием и выбирать надежные платформы для данного вида деятельности. Если вы не устали зарабатывать деньги, тогда продолжим. Знакомьтесь, стикер-райт. Это вид рекламы, при котором рекламные стикеры наклеиваются на автомобили частных владельцев в обмен на оплату. Эта форма рекламы позволяет компаниям размещать свою рекламу на автомобилях, привлекая внимание прохожих и других водителей. Процесс стикер-райда обычно включает в себя регистрацию на платформе, выбор компании и рекламного объявления, а затем наклейку стикера на ваш автомобиль. За каждый пройденный километр или за указанное количество часов владелец автомобиля получает оплату. Пользуясь такой услугой, владельцы автомобиля имеют возможность заработать дополнительные деньги или получить бонусы от компаний-рекламодателей. При этом ваш автомобиль становится носителем рекламы, а вы соглашаетесь на периодическую смену наклеек. Однако перед участием в данном виде заработка следует учитывать потенциальные финансовые и практические аспекты. Начиная с того, что не все автомобили могут претендовать на участие в программе. В дополнение, предоставляемые платформы могут взимать комиссию, а наложение и удаление рекламы может иметь негативные последствия для кузова автомобиля, такие как разводы от клея или потеря лакокрасочного покрытия. Перед принятием решения о стикер-райде рекомендуется ознакомиться с правилами и условиями программы, обратиться к отзывам других участников и принять во внимание все потенциальные риски и выгоды данного вида рекламы. Размер дохода зависит от места, где вы ездите. Так, в крупных городах реклама будет видна чаще и оплата больше. Но и также прибыль связана с типом вашего авто, его состоянием, а также временем, проводимым за рулем. Также пассивный доход можно получать от продажи электронных книг. Это означает, что вы получаете прибыль без необходимости активно работать или вкладывать время и усилия после того, как книга была создана и размещена в продаже. Чтобы создать пассивный доход от продажи электронных книг, вам необходимо написать книгу. Напишите качественную и содержательную книгу, которая будет привлекать потенциальных покупателей. Обратите внимание на карикатуру и редактирование текста, чтобы обеспечить высокое качество. Также создайте привлекательное оформление. Обложка и внутренний дизайн книги также должны быть интересными и профессиональными. Визуальное представление играет важную роль для привлечения внимания покупателей. Потом следует выбрать правильную платформу для размещения произведения. Размещайте свою книгу на платформах, которые позволяют авторам продавать электронные книги. Изучите условия этих платформ, чтобы определить, какая подходит вам лучше. Никуда не деться от маркетинга и продвижения. Можно привлечь маркетинговые кампании для продвижения вашей книги.
Это может включать создание авторского блога или веб-сайта, использование социальных сетей, рекламу, участие в блоговых партнерствах. Уделяйте внимание оптимизации для поисковых систем, чтобы ваша книга была видимой для потенциальных покупателей. Не следует забывать также об отзывах и рейтингах. Способствуйте получению положительных отзывов и высокого рейтинга для вашей книги. Хорошие рекомендации помогут привлечь больше читателей и увеличить продажи. Пассивный доход от продажи электронных книг может быть значительным, особенно если ваша книга получит популярность и будет продаваться в течение длительного времени. Однако важно помнить, что конкуренция на рынке электронных книг может быть высокой, и поэтому важно применять эффективные маркетинговые стратегии и производить качественные книги, чтобы выделяться среди множества доступных вариантов. Возвращаемся в гараж к вашему авто и пытаемся вновь на нем заработать. Пассивный доход, получаемый от сдачи авто в аренду автопрокатом или таксопарком, является одним из способов заработка на автомобиле. Данный способ предполагает, что вы выдаете ваш автомобиль в аренду на определенный срок или сдаете его на работу в такси. При сдаче авто в аренду автопрокатом вы заключаете договор с автопрокатной компанией, которая берет ваш автомобиль в аренду на определенный период. Вы получаете оплату от компании за прокат автомобиля, а заботу о рекламе, поиске клиентов и организации аренды берет на себя автопрокатная компания. А если авто арендуется таксопарком, то ваш автомобиль используется в таксопарке для перевозки пассажиров. Вы получаете доход от каждой поездки, а таксопарк берет на себя организацию работы, поиск клиентов, рекламу и обслуживание автомобиля. Эти методы могут обеспечить вам пассивный доход, так как вам не нужно вкладывать активные усилия для заработка. Однако следует помнить о некоторых аспектах. Во-первых, вам может потребоваться соответствовать определенным требованиям и условиям аренды или работы с таксопарком. Например, возраст автомобиля, его техническое состояние, наличие необходимых страховок и лицензий. Во-вторых, активное использование автомобиля в прокате или такси может привести к его быстрому износу и уменьшению стоимости. Нужно учитывать, что автомобиль будет пробегать больше километров и перевозить пассажиров, что может требовать регулярного обслуживания и замены расходных материалов. Третье, несмотря на то, что это пассивный доход, все же вы понесете определенные риски, связанные с работой автомобиля в арендной компании или такси-сфере. Например, кража или повреждение автомобиля могут стать финансовой нагрузкой на владельца. Также не забываем о конкуренции. Она может быть высокой, особенно в популярных туристических местах. Движемся дальше, и теперь рассказ о пассивном доходе от франшиз самообслуживания. Оно возникает, когда вы приобретаете франшизу и получаете доход от ее работы без необходимости активного участия в управлении. Франшиза самообслуживания предоставляет бизнес-модель, позволяющую клиентам получать услуги или товары без прямого воздействия с сотрудниками. Например, это может быть франшиза банкомата, самообслуживаемого прачечного бизнеса или автоматической системы продажи продуктов питания. Для создания этого пассивного дохода вам необходима покупка франшизы. Надо изучать рынок и выбрать привлекательное предложение. Далее приобретите права на использование фирменного бренда, бизнес-модели и поддержки франшизодателя. Потом находим место размещения. Определите стандартные требования франшизы к местоположению и найдите точку для своего предложения. Бизнес должен быть доступен для потенциальных клиентов и находиться в удобном месте. Следующим шагом установите и поддерживайте необходимую самообслуживающую систему в соответствии с требованиями франшизы. Не забываем заниматься продвижением и маркетингом. Продвижение вашей франшизы самообслуживания поможет привлечь потенциальных клиентов и гарантировать стабильное использование услуги или продажи товаров через вашу систему. Постоянно отслеживайте производительность и результаты вашего бизнеса и вносите необходимые изменения или улучшения в соответствии с рынком и потребностями клиентов. Хотя франшиза самообслуживания имеет потенциал для пассивного дохода, необходимо учесть также и риски, и проблемы, связанные с этим бизнесом.
Поэтому перед инвестированием в франшизу самообслуживания важно провести тщательное исследование и оценку рынка, чтобы обеспечить успех и стабильность дохода. А можно еще получать пассивный доход в качестве партнера в бизнесе. Это возможно на основе различных моделей и соглашений, которые одновременно позволяют вам получать доход и минимизировать необходимость активной работы в бизнесе. Вот несколько способов получения пассивного дохода как партнер в бизнесе. Вы можете выступить как инвестиционный партнер. Это когда вы вносите финансовые средства в бизнес в качестве инвестора или партнера-капиталиста. В зависимости от соглашения с другими партнерами или созданным бизнес-моделью, вы можете получать долю от прибыли, либо участвовать в распределении доходов. Также можно рассмотреть вариант, когда у вас есть контракт или соглашение о получении дохода от продаж или услуг, не требующих вашего активного участия. Например, если вы сотрудничаете с производителем товара или услуги и получаете комиссионные от продаж, вы можете получать пассивный доход от каждой сделки без необходимости прямого участия в операции или предоставлении сервиса. Следующая модель – вы можете перейти в партнерство на основе франшизного или лицензионного соглашения. Это дает вам право использовать успешную бизнес-модель, товарный знак или продуктовую линию и получать доход на основе продаж, без необходимости активной работы в бизнесе. Ну и, наконец, вы можете войти в партнерство с компанией в качестве корпоративного партнера. Вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на развитие и управление собственным бизнесом, вы можете стать партнером компании и получать дивиденды или прибыль в соответствии с вашей долей. Важно осознавать, что соглашения о пассивном доходе как партнера в бизнесе могут различаться и должны быть оформлены в соответствии с юридическими предписаниями и также специфическими условиями соглашения. Ну и в конце я расскажу о пассивном доходе, который связан с бьюти-индустрией. Метод состоит из инвестиций в люксовые аксессуары и украшения и может возникать из-за роста их стоимости со временем, а также от получения дивидендов или процентов от инвестиций в эти предметы. Вот несколько способов, которыми вы можете получить пассивный доход от инвестиций в люксовые аксессуары и украшения. Можно заключить сделку на покупку аксессуаров или украшений высокого качества, которые могут повысить свою ценность со временем. Люксовые бренды, особенно исторически узнаваемые и престижные, могут иметь стабильный рост, что может привести к увеличению ваших инвестиций. Также есть возможность сдавать в прокат или аренду свои аксессуары или украшения. Этот подход может предложить вам регулярный пассивный доход в виде платы от тех, кто хочет одолжить предмет на какое-то время. Задумайтесь также о инвестиции в уникальные предметы, которые имеют потенциал для повышения стоимости со временем. Эти предметы привлекают коллекционеров и энтузиастов рынка и могут быть проданы с прибылью в будущем. Идеи для получения пассивного дохода в основном основаны на ваших интересах, способностях и финансовых возможностях. Важно выбрать то, что вам нравится и во что вы готовы вложить ресурсы и усилия. Старайтесь быть реалистичными и оценить потенциальные доходы и риски. Спасибо за просмотр, всем пока!